Так, друзья, приветствую вас. Напишите мне, пожалуйста, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно. Я буду следить за вашими комментариями и надеюсь, все успешно сейчас у нас подключилось. Жду, пока вы мне об этом сообщите, потому что обычно у трансляции есть значительная задержка. Вот, поэтому жду от вас первого сообщения. Мы немножко вышли позже, чем ожидалось, потому что, как обычно, мне нужно некоторое время для того, чтобы приготовиться именно к трансляции и вывести все материалы. И я почему-то, как обычно, не могу вовремя это сделать. Вот такой у меня навык работы с техникой. Вроде бы да, вы мне пишете, что все хорошо, тогда давайте начнем. Всем привет, меня зовут Калинина Татьяна, я руководитель школы прогнозов Альфа, и мы с вами на нашем экспериментальном канале Deep Sky Astrology. Это мой любимейший проект, который сейчас занимает максимум моих мыслей, и если вы следите за нашим инстаграмом, то наверняка уже знаете, что у меня появилась очень классная покупка именно для этого канала и для этого направления. Это робот-телескоп, который поможет нам делать классные снимки созвездий, комет, звездных скоплений, туманности и так далее. И я очень надеюсь, что в течение нескольких недель или даже, может быть, дней, если повезет с погодой, мы с вами будем наблюдать вместе с помощью высококлассной техники небо, ну и, соответственно, конечно же, внедрять эти знания, которые мы получим, эти впечатления в нашу астрологическую практику и совершенствовать навык прогнозов и так далее. То есть вот у нас такие классные планы. Единственное, что меня пока останавливает, это погода. Это погода. И у нас сейчас снежные облака в Минске. Пока посмотреть не получается. Но, как я знаю, на следующей неделе будет ясное небо, поэтому я очень жду этого и, конечно же, буду вам сообщать, как только вот у меня будет что-то в этом направлении. Сегодня мы с вами рассмотрим невероятно интересную тему. Конечно же, я думаю, что вы знаете, что неподвижные звезды не такие уж неподвижные, да и вообще не существует ничего статичного в этом мире. Если начать с самого начала, надеюсь, вы в курсе этого, мы живем в галактике Млечный Путь. Это галактика, которая охватывает фактически все крупные звезды и созвездия, которые вы видите вокруг. Те звезды, которые не принадлежат к нашей галактике, те объекты Deep Sky, да, глубокого космоса, например, звездные скопления, туманности или соседние галактики, это все объекты, которые сложно увидеть невооруженным глазом. И, скорее всего, если вы не увлекаетесь серьезно астрономией, то, скорее всего, вы эти объекты и не замечаете. Тем более на северном небе. Вот на южном небе есть парочка объектов. Это Большое и Малое Магеллановые облака, но я им посвящу отдельный эфир, расскажу вам про это удивительное явление. Это две галактики, которые являются спутниками нашего Млечного Пути, и они видны невооруженным глазом. Это удивительная вещь, удивительные впечатления. Я думаю, что стоит купить билет в южное полушарие, чтобы потом с роботом заснять Магеллановые облака. Так вот, почти все, что вы видите вокруг на звездном небе, это Млечный Путь, это звезды, скопления и объекты внутри Млечного Пути. Сама галактика Млечный Путь не стоит на месте, звезды этой галактики вращаются вокруг центра галактики со скоростью примерно 240 миллионов лет. Вот от 200 до 240 миллионов лет это вот тот промежуток, в течение, скорее всего, которого мы, Солнечная система и все объекты Солнечной системы
делаем круг вокруг центра галактики Млечный Путь. И ничего не стоит на месте, мы начали с этого. Ни наша Солнечная система, ни звезды вокруг нас, они двигаются, они также вращаются вокруг центра нашей галактики. И, безусловно, какие-то из них быстрее движутся, какие-то медленнее. Чем дальше от центра галактики, тем медленнее движение. Поэтому в течение времени, нескольких сотен лет, небо будет меняться, и оно уже меняется. Например, скопления Плеяды в Тельце уже поменялись. Уже там не 7 звезд, а 6 видно, потому что некоторые звезды так сместились, что видны как одна. И собственно, неподвижные звезды, как я уже сказала, не такие уж неподвижные. Если мы рассчитываем их астрологическое, да, расположение внутри гороскопа, то мы берем погрешность небольшую совсем, за 10 лет звезда перемещается на 10-11 минут градуса. Это действительно немного, но в целом за несколько сотен лет наползет хорошее расстояние. И мы с вами сегодня будем рассматривать то, как планеты пересекаются, как они в транзитах задевают какие-то важные звезды или важные скопления, и что происходит в мире, когда это происходит, это взаимодействие. Мы с вами начнем с 3 событий, то есть вот в этой теме мы сегодня будем обозревать 3 события. Это 3 инаугурации. Первая инаугурация — это инаугурация Николая II. Вот примерно такую историческую ссылочку, да, и такое изображение я нашла. Это вот сам Николай II и его супруга, вот они в день коронации. И давайте рассмотрим гороскоп этого события, потому что есть несколько, таких интересных нюансов, которые можно намотать себе на ус. Во-первых, в день инаугурации Николая I раздавались хорошие подарки, много крестьян и, скажем, большие массы людей пришли на Ходынское поле, чтобы получить подарки по поводу коронации нового правителя. И, к сожалению, это мероприятие было очень плохо организовано, были не продуманы подходы к этому месту, как из него уйти, и организовалась сильнейшая давка, в ходе которой погибли несколько сотен человек. По некоторым данным, до 1500 человек погибли. И это было, конечно, очень плохим знаком, потому что такое радостное событие, как инаугурация, ключевое, благословленное Богом, оно принесло с собой множество смертей. Вот этот случай я бы рассмотрела поподробнее с помощью астрологии, потому что что-то в этом есть, да, какое-то нехорошее предзнаменование. Точно так же, как, например, при отплытии Титаника произошло столкновение с более мелким кораблем, потому что Титаник был настолько огромным, что он уже имел собственную гравитацию, притягивал к себе предметы. И вот эти все крушения, ошибки, смерти, которые происходят в самом начале какого-то серьезного мероприятия, они, безусловно, говорят нам о том, что существует некая опасность, что все может кончиться трагедией в этом деле. Так вот, рассмотрев гороскоп инаугурации Николая II, мы с вами найдем такие предзнаменования именно с помощью объектов Deep Sky. И, конечно, я про каждый вам расскажу. А пока обратите внимание на общие параметры этого гороскопа, что тут вообще происходит. Юпитер у нас находится в экзальтации в 1-м доме, и он говорит о некоем событии, которое благословлено, да, потому что царь имел, да, кстати, я сказала коронация, царь, не король, царь имел божественные права, скажем, в государстве. Считалось, что он помазанник Божий. Кстати, жена Николая II была иностранкой, и она изначально говорила не помазанник, а намазанник Божий. Ее там очень дразнили первое время. Так вот, Юпитер в 1-м доме сильнейший показывает, что это будет какая-то власть не только
только политическое, но еще и религиозное. К тому же он хозяин 9-го дома религии и идеологии в первом доме. Находясь в первом доме, он, естественно, имеет дикбалу, сам по себе в экзальтации, ну, то есть сильнейший из сильнейших. И он находится совсем недалеко от звездного скопления Ясли. Это звездное скопление очень интересное. Давайте мы про него посмотрим на него и посмотрим, как оно работает. Вот звездное скопление Ясли, которое можно увидеть с помощью обычного телескопа. То есть это группа молодых звезд, которые недалеко находятся от Солнечной системы. И в этой Солнечной системе, скажем, сейчас я найду вот это, именно астрономические вот эти данные, они находятся на расстоянии 577 световых лет от Земли. Это очень немного относительно остальных параметров. Это одно из ближайших скоплений после потока Большой Медведицы, Геат и Плеяд. Все эти объекты мы с вами будем изучать. Возраст этого звездного скопления примерно 730 миллионов лет, и это тоже очень мало. Это скопление молодых звезд. Как это происходит? Обычно я на пальцах, да, объясню, как зарождаются звезды. Они обычно зарождаются из одного газопылевого облака, которое, возможно, под действием взрыва каких-то соседних звезд получает импульс, гравитационный импульс со стороны, и происходит сгущение этих облаков газа в одной области. Поэтому редко звезда возникает одна. Чаще всего звезды возникают вот такими группами. И с течением многих-многих лет, как вы видите, меньше 1 миллиарда лет этой группе звезд, так вот, с течением нескольких миллиардов лет они все расходятся и расходятся друг от друга. Ну вот Ясли — это созвездие, звездное скопление, которое, видите, достаточно плотное. То есть, действительно, они молодые, они еще не успели разбежаться по небу. И это звездное скопление находится в созвездии Рака. Оно символизирует детей, множество подданных, если мы говорим про гороскоп инаугурации. Оно говорит о заботе, о семейных ценностях и так далее. И действительно, у Николая II был достаточно успешный брак. Он был отцом, по-моему, 8 детей. Поправьте меня, если вы знаете точную цифру. Ну, в общем, с детьми у него все было в порядке, и количество его подданных как царя тоже было очень-очень немалым, и исчислялось миллионами жителей. А вот Ясли, как это видно в телескоп, именно научный телескоп, например, такой как Хаббл, или телескопы, которые запущены далеко в космос, а не на орбите. То есть это огромное количество звезд, и только некоторые из них мы с вами можем наблюдать простой техникой, относительно простой техникой, то есть механические телескопы, например. Если мы берем снимки космоса, вот этого кусочка неба, и долго накапливаем свет с помощью сложения кадров, то мы увидим там огромное количество света. То есть действительно эта группа пока является общностью, и с течением миллиардов лет будет расползаться, растекаться по небу. Так вот, зачем нам это надо? То есть я надеюсь, что вы запомнили, да, что такое Ясли. Это точка, в которой они находятся, она располагается прямо в середине созвездия Рака, ну сейчас, на наши дни. А там, конечно, в конце 19 века она была немножко ближе к началу, поэтому Юпитер в 12 градусах 7 минутах, он как раз ну, вот в этом звездном скоплении и находился. И Юпитер, располагаясь там, говорит о большом количестве подданных. Также еще, смотрите, Юпитер хозяин 6-го дома. Он говорит о конфликтах и становится предвестником того, что это правление станет, ну, яблоком раздора. Вот, скажем так, давайте
формулировать это таким образом. Что тут еще интересного? Здесь есть соединение Кету со звездой Регул. Ну, звезду Регул я вам уже много раз описывала. Это звезда примерно так в 5 градусе Льва, но так как все это движется, точные прям минуты я вам не даю, все относительно десятилетия. Если вы хотите точные градусы всех звезд, то добро пожаловать на наш мастер-класс про неподвижные звезды .2.0. Ссылочку вы найдете в описании. И там мы даем целую таблицу, рассчитанную с формулами, рассчитанную на каждое десятилетие, где находилась та или иная звезда. Там им огромное количество. Мы старались очень четко, точно, без ошибок считать, и я думаю, что у нас это получилось. Так, хочется почитать ваши комментарии. А их обычно, в общем-то, все отлично, здравствуйте, добрый день, примерно так. Задавайте свои вопросы, мне приятно с вами общаться и интересно слышать, какие у вас вопросы. Может быть, информация, которую я даю, слишком сложная, и вы мне об этом подскажете это, и потом мы что-нибудь с этим сделаем. Так вот, давайте про Регул. Регул находится на расстоянии 77,5 световых лет от Солнечной системы. Это очень мало. Это действительно очень близкая звезда. И если я покажу вам, как она выглядит на небе, то выглядит она вот так. Это синяя яркая звезда, которая лежит очень близко к линии эклиптики. Линия эклиптики — это та линия, по которой движется Солнце, да, вот по небу. И это значит, что часто Луна затмевает Регул, Солнце оказывается рядом с Регулом 23 августа каждого года. Это важно, потому что чем ближе звезда к эклиптике, тем мощнее ее влияние. И Регул — это звезда царей, звезда королей, президентов, лидеров. Она очень часто показывает себя в гороскопах инаугураций, в гороскопах президентов. Она действительно царская звезда. И она имеет синий цвет, очень яркая. Ее действительно на небе хорошо видно. И она у нас в созвездии Льва находится, для тех, кто подзабыл. Синие звезды более, как ни странно, жаркие, чем желтые звезды. И Регул тоже достаточно горячая звезда. Раньше на арабском эта звезда называлась Кальб аль-Саад, что обозначает сердце льва. Ну, теперь ее переименовали в Регул. И в нашей астрологии индийской Регулу соответствует накшатра Макха. Это звезда, которая формирует эту накшатру. Так вот, эта царская, королевская звезда, она как раз-таки в гороскопе этой инаугурации находится, вот посмотрите как. Она находится в соединении с Кету. Кету — отрубленная голова демона. Кету, как, ну, знаете, это как наша предыдущая карма, вот карма предыдущих жизней, которую мы зачерпываем и несем с собой. Здесь, в общем-то, Раху и Кету, вот эти две точки, показывают то, что есть, то есть Кету, и Раху — это то, куда стремится эта власть или этот правитель. И вот Кету у нас показывает наследственность, наследие, то, что эта королевская власть или царская власть, она унаследована, то есть это по праву рода происходит данная коронация. Кету у нас все предки находятся рядом со звездой Регул. А вот Раху интересненький, он находится в накшатре Дхаништха. Это, во-первых, военная накшатра. Ее символ барабан, что и связывает нас с войной. Дхаништха очень такая тоталитарная, она не гибкая, она не демократичная. И для правителя это значит, что он, ну, вот такой старой закалки человек, что он не захочет прогибаться, не захочет
развивать, скажем так, это общество в сторону какой-то либерализации. И таковым и был характер Николая II. Ему, в общем-то, ну, во-первых, не особо были интересны вот эти царские дела, да, политические. И, во-вторых, он во всякой непонятной ситуации предпочитал проверенные старые вот эти методы, запретить, да, высказываться, цензуру поднять, ну, в общем, все вот эти тоталитарные замашки. Вот. И здесь, в этом гороскопе, уже есть некоторый трагизм. Ну, мы с вами долго можем его рассматривать, но наша задача сейчас не курс мунданной астрологии, на который мы, кстати, подробно говорим об этом, об этих событиях, об инаугурации и как предсказать, что будет с этим правительством, с этим правителем по гороскопу инаугурации. Наша задача сегодня Deep Sky объекты обозреть и посмотреть, что же они нам расскажут об этом гороскопе. Так вот, здесь очень интересное положение Луны. Оно настолько интересное, что я даже подготовила вам изображение той звезды, с которой вот эта Луна соединяется. Во-первых, вы видите, да, что успех всего мероприятия, естественно, он зависит от первого дома и благополучия хозяина первого дома. То, что Лагна у нас здесь во Шлеше, это полбеды. То, что Юпитер у нас рядом с этими яслями, это, в общем-то, хорошо. А вот падение хозяина первого дома ничего хорошего нам не показывает. К тому же это падение происходит в 8-м доме от 10-го. 8-й дом от 10-го — это трагедия для правителя. Так вот, Луна находится у нас где там? 4 градуса 36 минут, а в тот год 4 градуса 43 минуты находилась звезда Бунгула, или по-простому Альфа Центавра. Давайте я вам покажу, как она выглядит вообще, эта звезда. Вот так она располагается в созвездии Центавра или Кентавра. Вон, там, где стрелочка обозначена. Вообще Кентавр такое коварное созвездие, вроде бы и ничего плохого, но все время этот Кентавр связан своими крупными звездами с какими-то трагедиями. Я вот замечаю пока это, но статей не пишу, а вот придет время и напишу. Накопится у меня информации. И если мы с вами будем рассматривать Альфа Центавра или Бунгула, да, в телескоп, то мы увидим, что это двойная звезда. Какие трактовки у нас астрономически связаны с Бунгулом? Под ее влиянием рушатся отношения, прерываются чрезвычайными обстоятельствами и резко. В мунданной астрологии дает бунт, беспорядки, напряжение, выступление против свободы. Ну, вот вам бунты и беспорядки, да? Чем закончилось правление Николая I. Сначала была одна революция, потом вторая революция, отречение и расстрел. Причем, знаете что? Вообще, прежде всего, как я увидела этот гороскоп, я больше всего обратила внимание на Регул, и мне показалось, что вот то, что Николай II был последним царем в династии Романовых, и то, что на нем прервалась эта династия, то, что дети были убиты и род прервался, я думаю, что это связано с Кету, который располагается в Макхе. Вот мое астрологическое чутье говорит мне о том, что Кету не только говорит о престолонаследии, но и о незавидной судьбе дальнейшей. Все-таки знак Льва, и тем более Макха, и тем более Регул — это звезда, которая должна получать поддержку. Вообще Макха связана с поддержкой рода, семьи, вот на базисе, который заработан предыдущими поколениями, создать что-то новое, но действовать аккуратно, без революций. Вот это характер вот этого участка на небе. И то, что там Кету, что-то здесь неладно, по моему мнению. Вот я это трактовала бы так.
Давайте еще про Бунгулу с вами поговорим, потому что это действительно интересный объект. На самом деле это не двойная, а тройная звезда. Один компонент этой звездной системы не виден, потому что это карлик. Он красный карлик. Красный карлик по названию Проксима Центавра. И обычно такие тройные звезды, они называются учеными компонент А, компонент Б, компонент С. Ну, конечно, здесь компонент А — это самая яркая звезда, а все остальные тоже по яркости градуируются. Все три звезды являются ближайшими к Солнцу звездами и находятся на расстоянии, вдумайтесь, всего 4,36 года, светового года. То есть вот если наблюдать объекты на небе, то обычной ночью, то мы видим свет, который произошел из звезды миллионы лет назад, то смотря на Альфа Центавру всего 5 лет, 4,5 года назад. То есть это очень-очень близко, очень-очень мало. Ну такая история. В общем, Бунгула или Альфа Центавра дает нехорошие события, резкие перемены, бунты, и тем и закончилась судьба этого царя. То есть, ну вот, причем представьте, насколько быстро Луна проскакивает мимо этой тройной звездной системы, и вот надо же было начать инаугурацию именно в этот момент. И на самом деле его расстреляли не потому, что он не вовремя начал, а он начал тогда, когда судьба сказала, то есть как сложились обстоятельства, и это было предзнаменованием. То есть я не верю, что можно подобрать хорошую дату и как-то обмануть и поменять судьбу. Если судьба хорошая, то она позволит инаугурации случиться в правильный момент, в астрологически правильный момент и благоприятный. Давайте следующий. Вопросов пока нет, потому что непривычно мыслить в формате Deep Sky. О, вот интересный от Марины вопрос. Что показывает здесь Манди и Гулика? Ну, в принципе, ее можно было здесь не изображать, потому что мы Чара Даши с вами не обсуждаем. Ну вот, это надо с помощью Чара Даши смотреть. То есть так это не трактуется. Нужно смотреть, куда попало этот двойной компонент астрологической системы в тот период, когда взошел на престол Николай и сошел с престола. Давайте следующий гороскоп с вами рассмотрим. Это у нас инаугурация Гитлера. Да-да-да, надеюсь, вам все наши сегодняшние герои понравятся. И вот он, красавчик, этот гороскоп. Совсем уже другой, да, тут никакого экзальтированного Юпитера мы не видим. И не получает он власти божественной, ну, получает идеологическую сильную власть. Тут у нас серьезный такой мощный 9-й дом. Тут у нас явно какая-то что-то странное происходит в знаке Льва, и я исследовала каждый градус, в котором находятся эти планеты, чтобы определить, какие Deep Sky объекты они задевают. И вот что я выяснила. Значит, во-первых, в 14 градусов 49 минут знака Льва у нас располагается звезда Алиот. Это одна из звезд Большой Медведицы. И во Льве этот Алиот в 14 градусов 49 минут пересекается с кем? С кем-то он должен был пересекаться. С Кету. Вот опять этот Кету. И этот Кету соединен с этой Большой Медведицей. Давайте посмотрим, что у нас здесь по трактовкам.
Вместе со злыми планетами Алиот дает неурядицы в семье, в карьере и с друзьями, неврологические проблемы, с Ураном убийства, неизлечимое заболевание и так далее. У нас здесь Кету располагается, то есть через что-то неблагополучное человек пришел к власти. Ну, я так понимаю так, что Гитлер не одну душу загубил на своем пути. Он там воевал очень много перед тем, как стал главным в Германии, и там проявился как беспощадный и расчетливый вояка. Давайте глянем, как выглядела его момент славы, да, и скажем так, инаугурации вот этой. И вот Гитлер, который с открытого балкона приветствует публику. Так вот, давайте про наши звезды. Алиот в созвездии Большой Медведицы, ну, вы знаете, не предвещает добра. Что у нас еще по этому гороскопу любопытного? Раху. Давайте-ка на Раху посмотрим. Он находится у нас в Сатабхише. Помните символ Сатабхиши? Сейчас я вам нарисую. Символ Сатабхиши — это 100 звезд или 100 врачей, выстроенных по окружности. И Сатабхиша связана с разделением на своих и чужих. Понятно, что Гитлер был нацистом и очень четко отличал ариев, да, от всех остальных. И дальнейшие подвиги его, в кавычках, известны. И ну, вот такой вот Раху. В остальном Накшатра Критика тоже такая связанная с какими-то режущими предметами. Ну, ничего хорошего, да, из этого не вышло. И посмотрите, как гороскоп инаугурации предвещает самоубийство Гитлера. Хозяин первого дома, Венера, располагается в 8-м доме. А где? В знаке Стрельца. И Гитлер у нас с вами застрелился. Вот такая у него печальная была история. 27 градусов 5 минут находится эта Венера. Есть у меня подозрение, что она у нас тоже соединена с какой-нибудь звездочкой, но я это сейчас проверю, потому что это предположение у меня возникло только сейчас. Сейчас мы откроем свод звезд и градусы, в которых располагались. Это был у нас 38-й год, по-моему. Ну, что-то около... Нет, какой 38-й? 33-й, по-моему. Так. Где она располагается? В Стрельце, да, у нас 27 градусов 5 минут. Нет, в моем каталоге звезд в этой области нету. Ну ладно, проскочил Гитлер, хорошо. Давайте дальше. У нас с вами есть еще одна инаугурация, надеюсь, более успешная, чем у Гитлера оказалась. Это инаугурация Владимира Зеленского в 2019 году. Это, кажется, так было недавно, а уже прошло, ну, 2 года, да, получается, больше. Это в 2021 году весной было 2 года, уже 2,5. Так вот, что мы здесь имеем? Давайте ознакомимся в целом с этим гороскопом. Луна опять в падении. С хозяином 6-го. Лагна у нас в Пушье опять рядом с этими яслями. Да. Ну ладно, хоть Лагна, хозяин Лагны, Луна и Юпитер формируют хоть раджа-йогу какую-никакую там в 5-м доме. Ну, у меня есть чем вас, скажем, порадовать. Вот здесь вот Лагна у нас вблизи этих яслей. Мы с вами обсудили это звездное скопление. И тоже, да, у нас вопрос следующий.
Почему ясли связаны с инаугурациями? Почему вот 3 гороскопа, 2 из 3 с проявленными этими точками? Давайте-ка вернемся к Гитлеру. То сейчас окажется, что еще у Гитлера там что-то было. Ну нет, опять проскочил. 2-й раз проскочил. Ну ладно. Так вот, здесь у нас с вами Луна находится, ну скажем, в более удачном положении, чем у Николая II, потому что она располагается рядом со звездой Рас-Альгети. Вот Рас-Альгети 21 градус 29 минут, Луна 22-23, да? Ну, недалеко. Для Луны, для такого крупного объекта это вообще не расстояние, то есть это вот от центра Луны до центра вот этого объекта, да, там до звезды. Вот там вот небольшое совсем расстояние. Но по сути диск Луны большой, то есть это не погрешность совершенно. Рас-Альгети — это звезда в созвездии Змееносца. Это голова Геркулеса. Сейчас я вам ее покажу. Красавица. Да, вот этот маленький плевочек — это и есть Рас-Альгети. Именно так вы ее увидите в телескоп с Земли. А, например, если вы посмотрите в какой-то мощный телескоп, уже там на орбите или научный телескоп, то вы увидите уже поинтереснее картину. Это двойная звезда, голова Геркулеса, да, Рас-Альгети. Вообще она дает наслаждение жизнью, то есть это счастливая звезда. Но вот если рядом с ней плохие какие-то планеты негативные, а как вы думаете, напишите в комментариях, Луна в Скорпионе вот рядышком с этой системой, это хороший знак или плохой? Вот напишите. Ну понятно, что если бы там стоял Меркурий какой-нибудь, он на знак Скорпиона никак не реагирует, да? Я имею в виду, это его не разрушает. А вот Луна, она же разрушена, но рядом с этой замечательной звездой. Хорошо это или плохо? Напишите. Так вот, при плохом положении эта звезда дает вред от женщин раздраженных, плохие отношения с женщинами, дает самоуверенность и напористость. Ну и как бы ладно, то есть с этим можно справиться. Главное, что не преждевременная смерть, да, как у Николая II. Так, что вы мне пишете? Вы пишете и удаляете. Интересно. А вот рядом еще находится звезда Рас-Аль-Хак. Давайте я верну гороскоп. Звезда Рас-Аль-Хак. И вот она уже имеет отношение к Юпитеру. А Юпитер у нас, товарищи, это хозяин 6-го дома. Хозяин 1-го дома в соединении с хозяином 6-го, как я считаю, имеет намек, что во время правления этого президента может быть война. К тому же Марс — это то, к чему стремится правительство, да? Находится рядом с Раху. Точнее, Раху, который говорит о стремлениях, о направлении движения этого правительства, находится рядом с Марсом. И Раху у нас в созвездии, в накшатре Пунарвасу. Марс достаточно близко к нему находится, может повлиять вполне. Еще в 12-м доме на оси 6-12 Раху Кету. Неспокойные годы будут у Зеленского, пока он будет президентом в Украине в этот раз, на этот гороскоп инаугурации. Будет ли следующий? Я думаю, да, будет еще и следующий гороскоп инаугурации. Я так думаю. Так вот, что касается Юпитера, посмотрите, он расположен в 27 градусах 55 минутах, а в 27 градусах 44 минутах располагается звезда Рас-Аль-Хак. И это уже, вообще не радость. Голова заклинателей змей, склонность к токсическим инфекциям, бесконтрольно употреблять лекарства, табак и так далее. Опасность укуса ядовитого животного, склонность к инфекциям или диабет. Так вот,
Рас-аль-Хаги или Рас-аль-Хаг, Рас-аль-Хаги по-арабски, или Райс-аль-Хава означает голова змееносца. Оказалось, в 1940-х годах оказалось, что эта звезда тоже двойная. Вот она. В научные телескопы. Красивая, правда? Вот мы в предыдущие какие-то смотрели звезды. Например, здесь один компонент синий, один там желтый, да, или красный. А здесь более однородные они имеют одно свечение. Вот это более яркое все равно получается. Так, и что нам можно рассказать про Рас-аль-Хаги или Райс-аль-Хава? Это двойная звезда с периодом обращения более 8 лет. То есть одна звезда вокруг другой или вокруг общего центра массы, они двигаются более чем за 8 дней. Измерения в начале 2000-х позволили оценить отношение масс компонентов и массы каждого из них. Компонент А в 2,5 раза массивнее Солнца, а компонент Б на 15% меньше, чем солнышко. То есть вот эта звезда намного ярче, чем вот эта. Еще раз, да? Одна в 2,5 раза больше Солнца, а вторая на 15% меньше Солнца. Что обещает эта звезда? Еще раз. Это какие-то склонности к токсическим инфекциям, к инфекциям, к употреблению ядов и так далее. Ну, и что нам это дает, если мы сейчас с вами посмотрим обратно в гороскоп? Где же он? Юпитер, хозяин 6-го. Ладно, не буду говорить. Враги Зеленского, которые Юпитером символизируются, каким-то образом связаны с этой звездой Рас-аль-Хага и с токсическими инфекциями. Интересно. В общем, Юпитер несет большую опасность в этом гороскопе. И он олицетворяет враги, долги и болезни. Так что есть какая-то вероятность, что Зеленский может пострадать от отравителей, либо от каких-то инфекционных заболеваний. Ну, что по природе очень в гороскопе не отличишь. Вот такая история. Вот такой срез на небе, который нам дает намеки на то, что будет с человеком, со страной, когда будет его власть. Да, очень-очень-очень интересно. Я, кстати, постоянно вот заглядываю для трактовок именно в наш файл, который мы давали после мастер-класса «Неподвижные звезды» 2.0. И еще у нас был мастер-класс на тему Deep Sky, который называется «Накшатры и звезды». Так вот, эти все данные, трактовки, они есть в раздаточных материалах именно к этим двум мастер-классам. Мне как-то хочется что-то такое оставить. Да, красивое. Это опять ясли. Я вот все не могу дождаться звездного неба, чтобы вот что-нибудь такое. Вот это пока фото из интернета. А я хочу, чтобы это были мои фото, сделанные моим телескопом, которые я глазками увидела. Представляете, насколько это круто. Мы на самом деле, когда с нашей командой смотрели в механический телескоп, ну то есть у меня все равно качественный, очень хороший Skywatcher для механического обзора, да, неба, и мы увидели просто Юпитер или просто Сатурн, то есть, ну ничего удивительного, все видели. Но когда ты видишь это глазом, это такой неописуемый восторг, и мы все просто пищали. Даже моя мама
была в полном восторге, хотя она далека от астрономии, но все, даже причастен, даже оказался мой 4-летний сын, который с удовольствием смотрел на звезды, на планеты, и потом говорил: телекоп, давай смотреть в телекоп. Вот так, вот таким образом. Я вас приглашаю на курс, который у нас скоро стартует в школе. Он будет в марте. В марте у нас стартует курс 2 ступени. Но на самом деле у нас никогда не было этой информации в школе. Мы будем говорить о транзитах. Транзиты, то есть когда планеты и какие-то важные точки проходят через вот такие объекты, что это значит для человека, для страны в целом, там, для всего мира, какую-то энергию активизирует. Мы будем говорить, у нас огромный блок по Вимшот-Тари Даши, по планетным периодам, и это именно профессиональный подход к трактовке Вимшот-Тари Даша. Это, ну скажем, мы обозреем там такие темы, которые не задеваются обычно. Это такие темы, как Ганданта, гороскоп вхождения в Махадашу, гороскоп вхождения в Антардашу. Это вот для тех, у кого неточное время рождения и кому тяжело сделать для себя прогнозы, вот эти инструменты замечательные, то есть можно будет компенсировать с помощью таких инструментов неточность времени рождения. Также у нас будет мощный блок по Аштакаварге. Это тоже такая система оценки силы транзита, насколько планета сильна в этом знаке именно для вашего гороскопа, сколько баллов она у вас получает. Потому что кому-то война, кому-то мать родна, кто-то на падающий Юпитер родил ребенка, счастливо вышел замуж, а кто-то умер от ковида, понимаете? То есть, все это зависит от вашего конкретного гороскопа. И блоку Аштакаварга у нас посвящено 9 уроков. Вот. Мы будем с вами над этим работать. Так, вы меня хорошо слышите, да? Все в порядке у нас с вами. А то мне звонит наш оператор, может быть, он мне хочет сказать: Таня, тебя нифига не слышно. Так, о чем я говорила? Я говорила про блок транзитов и Аштакаварга. Короче говоря, в этом курсе у нас с вами будут транзиты на брак и события в личной жизни, мы изучим. Транзиты на изменения в карьере, на ремонт, покупку жилья, на путешествия. И самое любимое мое, вот я, конечно, честно говоря, не маньячу насчет своего гороскопа, я там не просматриваю постоянно там какие-то события, не выискиваю, но я знаю, где находится Луна, когда она у меня заходит там в какой дом, и какие она мне дает на сегодня настроение, или где там вот эта Венера ретроградная, где у нас Меркурий, когда у меня там в личной жизни будет плюс, когда у меня минус, когда у меня прибыльный месяц или неприбыльный. Вот это все я слежу. Я слежу с помощью транзитов, и я уже настолько навострилась их трактовать, что большую часть этого курса я посвятила именно вот этим техникам определения каких-то маленьких событий, то есть вот какое будет настроение, какое будет самочувствие, позвонит, не позвонит человек, да, нужный и так далее. И у нас будет блок с Чара Даша. Вот здесь этот блок Чара Даша, он похож на тот курс, который у нас был раньше по Чара Даша, но я приготовлю для вас много сюрпризов. И я в блоке Чара Даша буду много про Deep Sky рассказывать. И там вот именно Deep Sky объекты в сочетании с Чара Даша вообще классно работают. Кстати, Deep Sky объекты офигенно работают в сочетании с транзитами, потому что когда Регул догоняет какую-нибудь планету в гороскопе, вот сразу власть к человеку приходит, признание, еще что-то. Ну и также с каждой звездой. Поэтому все эти принципы мы будем с вами оттренировывать.
и активный свой инструментарий затренировать. Ссылочку я оставлю после окончания этого эфира, она будет прямо под эфиром в комментариях. И обратите внимание, что когда я заканчиваю эфир, вы можете писать, я его всегда сохраняю и сразу выкладываю. Вы можете сохранять, вы можете видеть чат, то есть ваши сохраненные сообщения, что вы мне писали, а под видео, как обычно, в виде комментариев вы видите мои там ссылки какие-то и так далее. Ну и сейчас в описании под видео тоже есть курс, на этот курс ссылочка. Я ее туда положила на всякий случай. Угу. Вот такая история. Поэтому мы очень мощно готовимся к этой второй ступени. У нас суперактивный чат в третьей ступени, да, большой прогностический курс по дробным картам, перекочевывает на вторую ступень. И там люди, которые подружились, они тоже уже готовятся встретиться в новом чате, посвященном второму курсу, второй ступени. Но опять же, я уже много раз говорила, третья ступень, вторая ступень, это сейчас, в принципе, не важно. Я буду рекомендовать людям проходить сначала первую, потом вторую, потом третью, но вторая — это совершенно новая. И там ситуация там не проще, чем на третьей ступени. То есть, придя с третьей ступени на вторую, вы не скажете: «Чё, как легко, зачем я сюда пришла». Это точно нет, точно такого не будет. Старт потока будет в марте 2022 года, и обучение будет длиться 6 месяцев, ребят. Простите, я не удержалась. 31 урок. Но мне хотелось раскрыть каждую тему. Я не хотела по верхушкам пройтись и все. Ой, поэтому у вас будут видеозаписи 31 теоретических уроков со мной. 15 практикумов, дай бог нам всех их пережить. Телеграм для общения, экзаменационное тестирование, поддержка администраторов, своя страничка на сайте. Для тех, кто уже прошел третью ступень, мы тоже им обещали свою страничку на сайте, и мы близки к выполнению этого обещания. У нас уже готов дизайн, и уже началась верстка именно этих страниц, и я уверена, что в скорости мы вам такую функцию предоставим. Так вот, те люди, кто учится у нас на ступенях, именно, они получают свою страницу на сайте. Вот такие дела. Ну и понятно, что сейчас самые выгодные цены, потому что чем дальше от старта, от марта, тем выгоднее цена. И вы можете, например, забронировать эту цену, внеся часть стоимости сегодня там, или в ближайшие несколько дней, для того, чтобы забронировать свое участие. Так, а где у нас сейчас Альфа Центавра? Давайте посмотрим. У меня Альфа Центавра располагается в первом доме. Ой, и мне пришлось вообще очень тяжело, когда у меня был транзит по ней. У меня Венера шла по этой несчастной Бунгуле Альфа Центавра. Я рассталась с очень любимым мне человеком. Причем вот так вот, как она и обещала. Резко, непредвиденно. Сейчас посмотрю, где у нас, где эта история. Пишите свои вопросы, мы эфир сейчас будем заканчивать. Если у вас остались вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Так, у нас сейчас 6 градусов 49 минут Скорпиона. 6 градусов 49 минут. Вот такие отношения. Под ее влиянием рушатся отношения, прерываются чрезвычайными обстоятельствами резко. Ну, такая история. Как трактовать транзит Кету по 7-му дому, а Раху по 1-му?
какая-то разлука с партнером, либо отсутствие интереса к личной жизни. Раху по первому, значит, больше интересно собственное развитие, свои таланты какие-то, своими делами заниматься. Может быть, внешность захочется изменить, сделать какую-то операцию, либо много процедур, может быть, татуировку сделать. Раху в первом доме обычно дает такие эффекты. И еще хотелось бы знать, в каком он знаке, да, потому что он может быть в разрушительном знаке, а может быть в очень классном и гармоничном. Наверное, вы спрашиваете... Я не знаю, про какой транзит вы спрашиваете. Вот такой у нас эфир получился. Я надеюсь, что вам он понравился. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Мне будет интересно послушать, сложный или простой, длинный или короткий, как он вам понравился. С вами была Татьяна Калинина. Ссылка на вторую ступень в обучении в нашей школе будет под этим видео в описании и через пару минут еще и в закрепленном комментарии. А также приходите в нашу школу на Deep Sky мастер-классы, потому что это действительно чудо и кладезь, и я горжусь каждым из них. Надеюсь, что вы будете двигаться в сторону открытий вместе с нами. С вами была Татьяна Калинина. Всем пока-пока.